Сюда мы еще добавим 2 вот таких астраханских лещей. И сегодня мы будем готовить с вами, друзья, невероятную, необычную уху. Я никогда не готовил уху из копченой рыбы. Друзья, но всегда хотел это сделать. Потому что было очень интересно. Наверное, многие слышали или видели, или сами делали. То есть в ухе часто тушат головешку, да, горящую головешку. Для чего это делать? Для того, чтобы придать ухе вкус дымка. И, честно говоря, вот эта идея с головешкой, она не особо такая, да, хорошая, потому что, ну, почти ничего не передается. Может, там что-то, какие-то там, не знаю, микро какой-то вкус передается. Но в основном, я сам это делал не раз, я знаю это точно. Вкус вот этого уголька, дымка не передается. А копченая рыба, друзья, это же совсем другое дело. Копченая рыба, это у нас что такое? Это у нас аккумулятор дыма. Аккумулятор вот этого самого дымка и есть копченая рыба. А коптят обычно холодным копчением рыбы, вы сами знаете, не меньше 7, 8, 12, некоторые сутки коптят. То есть она коптится очень долго. И вот этот дым, конечно, она в себя вкус полностью вбирает. То есть это вам уже не какой-то уголек, головешка, а это вот такая вот масса, килограмма 1,5 в случае с этим лещом, который вот этот весь вкус дымка нам отдаст в наш рыбный бульон, то есть в уху. Единственное, что чешую надо все-таки почистить, потому что слишком уже много на чешуе откладывается вот этих канцерогенных смол. Чешую мы почистим, а остальную рыбку мы уже пустим на бульон. Теперь вспорим брюшко, распотрошим нашего лещика. О, а это у нас девочка, друзья. У нас есть и корка. Вот я не знаю, я просто обожаю. Икра леща для меня это какой-то деликатес. Правда, она в основном бывает пересоленная, вот в таком виде, да, когда лещ. Но все равно вкус, я его очень люблю. Значит, пузырик я тоже не выброшу. Это у нас все пойдет в навар. Это утром я, знаете, что сделаю, друзья? Я разогрею хлеб, вот в тостер засуну, он такой хрустящий будет. Сливочное масло и вот эту соленую икру сверху. Уф, как это вкусно. Ох, какая у него хребетина. Вот эти перышки, все оставляем, я имею в виду плавники. Ничего не убираем, это для навара полезно. Друзья, сюда еще можно добавить вот эти 6 хвостиков наших скумбрий. То есть для навара тоже не помешает. Оба! Друзья, здесь у меня где-то 9-10 литров холодной воды. Запускаем нашу рыбку. Пузырь не тонет. На тонный пузырь, чтобы не тонуть. Так, друзья, добавляем лавровый лист. И одну вот такую луковицу, которую я крестом вот так надрезал. Закрываю крышкой
И пусть вот это дело у нас хорошенько поварится. Где-то, наверное, полчаса, 40 минут после закипания. Пусть максимально все отдаст в бульон. Уху я буду делать сегодня такую богатую, друзья. Может быть, такие опытные рыбаки скажут: слушай, это, друг, это не уха. Это уже рыбный суп. Я согласен. Я сам рыбак. Может, не столь опытный и заядлый, но все-таки рыбак. Да, уха я знаю. Уха это просто бульон из рыбы. То есть там в ухе бывает вода, рыба, соль. То есть настоящая уха вот такая. Там ингредиентов бывает минимум. Ну, мы находимся в других условиях. Мы не на охоте, не на рыбалке, не где-нибудь там в тайге, около моря. Мы делаем уху такую домашнюю. Она будет у нас богатая. Пусть это будет рыбный суп. Ничего. Я согласен. Мы сделаем, знаете, что-то вроде казацкой ухи. Вот как уху варят казаки. В частности, на Кубани, насколько я знаю. Они делают уху вот такой. Богатый по содержанию, по ингредиентам. Теперь морковка. Посмотрите, как она варится. Вот уже, как я говорил, минут уже 40 наша рыбка там поварилась, друзья. Сейчас мы что делаем? Сейчас мы аккуратно вот эти кусочки извлекаем. Аккуратно. Потому что они у нас будут очень вкусные. Вот. Вот так. Кладем сюда. А запах, знаете, немножко другой стоит. Из-за того, что рыба копченая, она уже по-другому. Весь этот бульон, юшка вот эта, она по-другому пахнет. Интересный эффект. А теперь, друзья, мы вот этот бульон процедим с вами через 8-мерной слой марли. У меня так получилось 8 слоев. Вот так аккуратненько. В кастрюлю. Бульончик, видите, какой уже чистенький получился. Он не супер прозрачный, ну, я не знаю, может, из-за того, что рыба у нас копченая. Ну, чистенький и симпатичный. Теперь в этот же котелок немножко наливаем растительного масла. Чуть-чуть. Но главное, друзья, мы сюда кладем вот такой кусок сливочного масла. Так, лучок. И к луку, друзья, идет картошка с морковкой. Вот так. Вот такой необычный рецепт сегодня ухи, друзья. Друзья, теперь нарежем нашу скумбрию, которая пойдет уже у нас в уху чисто для мяса. Вот так обойдем косточки. И вот такие вот красивые кусочки. Друзья, смотрите, как красиво обжарилось все. Все, мы же до готовности делаем для красоты и для вкуса. Сейчас что делаем? Заливаем наш бульон.
Смотрите, какая она жирная вышла. Мясо аж белое. Ой, как красиво. А сейчас мы еще сюда добавим рис. Круглый рис. Хватит. Еще в нашей ухе сегодня будут помидоры. Я вам говорю, это сегодня необычная уха. Я думаю, что рис уже сварился. И пора добавлять вот эту красоту. Друзья, посмотрите. Это наш лещ, который уже варился. Мы его, конечно, туда вернем. Не выбросить же его, правильно? И вот это скумбрия бесподобная. Помидорчики. И пошла рыбка. Сначала лещ. Кстати, он стал уже таким пресным. Всю соль отдал в бульон. Я попробовал, он стал пресным. Ох, какая костяра. И скумбрия. Вот так. Друзья, посмотрите сюда. Это уже не уха, честное слово. Это какой-то рыбный хаш у нас получается. Смотрите, какая красота. Так, пусть варится. Ну, недолго, потому что у нас все там готово. И скумбрия, и лещ. Там буквально 5 минут, пусть просто нагреются. И все. Друзья, у нас сегодня уха, вы сами видите. Она очень наваристая, очень густая. Она такая необычная. Но и это тоже еще не все. Мы еще в уху добавим зелень. Значит, пойдет укроп и зеленый лук. Зеленый лук пойдет не весь, только вот эти зеленые его части, перья. И пошла зелень. Посмотрите, это какой-то харчо получился, морской харчо. Я в последнее время покупаю такой хлеб, друзья. Серый. Очень приятный на вкус. Так. И пошли за ухой. Ой, какая здесь красота творится, друзья. Что здесь происходит? Вернее, что только здесь не происходит. Так. И вот эти вот ребрышки. Обед, друзья. В нашей кают-компании обед. Ух, как говорит, что смотрите, сколько от жадности налил себе. Я уже чуть-чуть попробовал. По-моему, просто фонтан. Сейчас я точно скажу. Я такую уху никогда не ел. Главное, бульон.
Смотрите, как застыл вверх. Это вот скумбрия делает. Смотрите, какой жир. Ой-ой-ой-ой-ой. Честное слово, прелестный вкус. Друзья, пользуясь случаем, я хочу передать привет с канала Каспийский берег жителям Екатеринбурга Ривазу, Авраму и их папе Саиду. Мальчики, слушайте своего папу, он у вас очень хороший человек. Привет с Каспийского берега. Я вот такой экзотический рецепт никогда не пробовал. Казалось бы, как можно сделать сухую уже из соленой рыбы. А это оказалось так вкусно. Соленой и, главное, копченой рыбы. То, что мы все делаем, когда варим уху, это как бы традиционно тушим головешку, такой горящий уголь в ухе, в надежде на то, чтобы какой-то ее вкус, этот дымок передастся бульону, супу. Но, если честно, он почти не передается. И это просто такая красивая традиция. А вот в этом случае, я вот, может быть, повторяюсь, но все-таки скажу еще раз. Вот эта рыба сама, она же, в принципе, это как, действительно как аккумулятор вот этого всего дыма. Да? Она коптится же часами, да, там, по 8, по 10, по 12 часов коптится рыба и собирает в себя весь этот дым. И вот она именно смогла передать вот этот вкус копчености, дымка этому бульону, этому прекрасному супу. А теперь попробуем саму рыбку. Вот это у нас кусок леща. Он, кстати, стал такой пресный, да. Всю свою соль отдал в бульон. Вот кусочек. Но зараз костлявый. Поэтому по этой причине я туда добавил скумбрию. И, по-моему, скумбрия сделала еще одно такое доброе дело. Она же очень жирная рыба. Она вот весь жир туда отдала. И за это бульон, посмотрите, какой красивый. Именно что он жирнее. Но самое главное, друзья, как я говорил, обе эти рыбки, они свою задачу выполнили. Они весь свой вкус, и жир, и соль, а самое главное, это дымок, копченый вкус они передали бульону. И получилось очень необычно и очень вкусно. Вы, наверное, сейчас смотрите на стол, и у вас у всех возникает вопрос. Такая уха. А где же? Где есть? Я не буду вас расстраивать. Водочка у меня сегодня есть. С такой ухой, друзья, я решил не мелочиться и сразу достал вот такой стопарик. Будьте здоровы, друзья. За вас, за всех ваших близких. Дай Бог здоровья. И, кстати, рис, друзья, сюда тоже очень подошел. Я никогда уху с рисом не делал, первый раз. Очень вкусно. Вот на этой ноте такой теплый, вкусный, согревающий, я хочу с вами попрощаться. Спасибо вам большое за просмотр моего очередного ролика. До новых встреч, друзья, на канале Каспийский берег. До свидания.